Изолента Лайф. У нас вот Виктор Николаевич Баранец к нам присоединился. Да, полковник в отставке, военный эксперт «Комсомольской правды». И вы знаете, Виктор Николаевич, когда вот, как всегда, такая интенсивность развития событий, да, что мы с вами хотели обсудить и Украину, и передислокацию войск, и Белгород затронуть. И, конечно, мы все это затронем, но вот тут новый новостной повод, это заявление буквально свежайшее премьер-министра Польши Качинского, по поводу готовности Польши разместить ядерное оружие США у себя, и он призвал в Польше открыть командный пункт НАТО также. Вот я бы попросила, давайте начнем с новостного повода, если можно, а потом перейдем уже к Украине, к Белгороду и так далее, и так далее. Угу. Когда я прочитал это вот в немецкой газете «Зонтак», я подумал, что Качинский сошел с ума. Но пока сведений медицинских органов Польши не поступало о том, что Качинский болеет деменцией или он является еще приходящим клиентом одного из дурдомов в Вашингтоне. Это очень серьезное заявление. Оно говорит о том, что у представителей так называемой польской элиты по-прежнему вот свербит залезть под юбку Соединенных Штатов Америки. Теперь уже под ядерную. Польша уже давно накачивается американскими вооружениями. Там несколько тысяч американских вояк. Туда идут жирным потоком американское вооружение. Польша настолько уже легла под Соединенные Штаты Америки, что в недавние времена Трампа даже приглашала к себе мощную американскую бригаду и обещала Трампу назвать этот гарнизон Форт Трамп. Ну, лизоблюдствующий перед президентом США Байденом президент Польши Дуда на недавнем саммите ведь сказал слова, которые тут же стали там мемом, да, нам нужно больше Америки. Ну, а теперь вот уже поговаривают о том, что, в общем-то, Польша приглашает ядерное американское оружие в Польшу. Я тут, кстати, напомню, что в прошлом году Ян Столтенберг, это главарь НАТО, сказал, если Германия не захочет и дальше дислоцировать те ядерные бомбы, которые у нее есть на одной из авиабаз, то мы переместим это правительство, это оружие восточнее. Это был явный, конечно. Восточнее, это, конечно, Польшу. Похоже, что вот в этом русле и разговоры идут. И, конечно, поляки делают это всегда под одним и тем же брехливым провокационным лозунгом о российской, русской военной угрозе. Но это у них такая ритуальная демагогия. Я хочу сказать, что может быть, если такое случится. Потому что для нас это уже не мнимая, а реальная угроза, если ядерные бомбы США появятся в Польше. Что мы сделаем? Позвольте, я как человек, который некогда служил в генеральном штабе, я просто слегка обрисую возможные алгоритмы действий нашего генерального штаба. Итак, первое. Сразу же, как только эти ракеты, ядерные ракеты, появятся на территории Польши, на рабочих картах генерального штаба эти цели, эти районы дислокации будут обведены жирным красным кружком. Что это такое? Это цели, которые в случае вооруженного конфликта будут поражаться прежде всего в первую очередь, чтобы вы знали. Это цели номер один. Ну и тогда вопрос, а чем будем поражать? У нас есть очень серьезное оружие даже в Калининградской области, которая находится по другую сторону забора от польской границы, вы знаете, да? У нас есть высокоточные оперативно-тактические комплексы «Искандер», которые стреляют не только на 300, на 500, на такую дальность, которая, в общем-то, простреливает всю территорию Польши, где бы американцы не захотели разместить эти ядерные ракеты. Скорость их настолько сумасшедшая, что американцы в случае тревоги, извините, даже кальсоны не успеют одеть, когда эти позиции у них там превратятся в пылающий щебень или в металл. Это раз.
С другой стороны, не забывайте, что когда Столтенберг оговорился о том, что будет перемещать вот эти ракеты, расположенные на немецкой базе, восточнее, ну, намек на Польшу, да, президент Беларуси батька Лукашенко сказал знаменитые слова: в таком случае я буду вынужден просить ракеты у Путина. Ну, Россия не жадная, тем более, что Белоруссия наш союзник. Естественно, мы запросто, мы не обеднеем, если поставим свои «Искандеры» в Беларуси. Ну, а там, извините, до польской территории, так же, как я повторюсь, это за забором. Но, кроме того, нельзя забывать, что Россия за последние 10 лет обзавелась гениальным, не побоюсь сказать это слово, выводком гиперзвуковых вооружений, которые не обязательно даже подлетать к польской границе. У нас есть такие ракеты высокоточные, которые попадут в колышек, даже если мы будем пальнем откуда-то из-за Урала по американским ракетным позициям в Польше. Ну, а если уже и дальше углубляться в эту проблему, то здесь же надо вспомнить и про 17 декабря прошлого года, когда Россия обратилась к Соединенным Штатам Америки хорошо известным вам там ультиматумом или письмом, в котором одним из пунктов было требование России убрать ядерное оружие Соединенных Штатов Америки из Европы. Еще раз повторяю. Убрать ядерное оружие Соединенных Штатов Америки из Европы. Американцы тянут резину, чешут репу и говорят: ну, вы знаете, мы еще подумаем. Тем не менее, это наше требование, оно на столе, оно на повестке дня, и мы будем соответствующим образом реагировать. Ну и, наконец, о самом последнем. Если нам и придется в случае возгорания конфликта стрелять по этим американским позициям с ядерным оружием, то это не обязательно, что мы будем бить там нашими межконтинентальными стратегическими ярсами, тополями или сарматами. У нас есть более интеллигентное оружие, там, возможно, даже не придется стрелять ракетами с ядерными боеголовками. Но перепахать Польшу для того, чтобы превратить его в такой сплошной, засыпанный щебенкой огород, где там будет кругом, можно будет так горячо, что можно картошку просто будет сажать полякам, не зарывая ее в землю. Это мы, конечно, сможем, но этого бы не хотелось. И, наконец, последнее. Не так давно в российскую ядерную доктрину Владимир Путин внес поправку. Она принципиально важна, ее только не все заметили. У нас есть два принципиальных пункта в обновленной ядерной доктрине. Один из них остался незыблемым. Мы будем использовать ядерное оружие только в том случае, если на нас нападут. Это называется ответно-встречный удар. Естественно, если ядерным оружием нападут. Понятно, да? Вторая фаза, она очень любопытная. Мы оставляем за собой право бить своим российским ядерным оружием в том случае, если даже противник навалится на нас обычными вооружениями, и когда будет поставлена под угрозу территориальная целостность Российской Федерации, внимание, новое слово, и союзников. Тут был явный намек прежде всего на нашу братскую Белоруссию. Ну, вы знаете, у меня где-то теплится надежда, что американские генералы и стратеги и политики не такие тупые, чтобы не понимать, настолько высоко они поднимут температуру нашего противостояния военного, не только обычного, но и ядерного, если хотя бы одна ядерная ракета Соединенных Штатов Америки появится на территории Польши. Вы знаете, я вот говорю вам об этом, и вот есть у меня надежда, что все-таки уже российско-американские отношения доведены до той огненной черты, что уже дальше некуда двигаться. Надо, наоборот, пытаться уйти от этой пропасти, которая сулит нам войну. И не только с применением обычных вооружений. Ну, а что касается Польши, то, наверное, не только Качинский будет решать там вопрос, размещать ли американские ядерные ракеты или не размещать. Что бы мы ни говорили об ублюдочно льстивой польской элите,
перед американцами. Она, в общем-то, как какая-то, извините, девушка с низкой социальной ответственностью. Она постоянно раздевается перед Америкой догола. Я думаю, что все-таки там хватит благоразумия полякам и в погонах, и без, для того, чтобы не идти на смертельный для себя же шаг. Мне нравится Польша, в ней очень хорошие древние города. Я любуюсь ее местами, городами. Мне страшно подумать, что все это может превратиться в пылающие руины. Нет, этого бы не хотелось не только полковнику Баранцу, но и нормальным полякам. Да, тут с вами трудно не согласиться. Да, Тро. На самом деле гениальная речь, вообще, которую, я считаю, надо вырезать и в рамку отдельно повесить на стену. У меня возникает ощущение, знаете, такое, что американцы продолжают думать о том, что все, что в мире происходит, происходит не на их территории. И на их территории ничего произойти не может. И пока они вот так вот будут думать, мне кажется, что их действия будут продолжать быть такими же, извините за такую сложно подчиненную фразу. Нет, но вы же абсолютно правы. Вы же абсолютно правы, что сейчас главная геополитическая, извините за высокий слог, доктрина Соединенных Штатов Америки превратить Европу в свой главный плацдарм в борьбе против России. Это совершенно очевидно. И если там мелькают какие-то оружия, какие-то перемещения, то, во-первых, идет, конечно, сражение за экономику Европы, которую американцы хотят превратить, в общем-то, или в рынок сбыта, или в дойную корову. Вы тут абсолютно правы. Но что касается американцев, то вы правы в том, что американцев, да вообще, никто еще серьезно на их территории американцев не бил. Да, и мне очень нравится образ, который мой любимый писатель Проханов сказал. Если полезут, то на месте Соединенных Штатов Америки может оказаться пролив имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Хороший образ. А у нас все есть для того, чтобы в крайнем случае, конечно, кто-то скажет, ну что, полковник Баранец, маразматик, что ли? Дорогие друзья, я военный человек, и мне народ за это деньги платит, чтобы когда случится война, никто не сказал, что ж ты, Баранец, так бравировал, а нас, американцев, хвосты в гриву бьют. Я для этого и служу. Я за это и должен отрабатывать те деньги, которые платят и моей армии, и мне, мой народ. Я должен оградить Родину от любых случайностей, и от любых войн, от любых вариантов. Для этого есть не только Баранец, но есть и Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации, где я когда-то имел честь некоторое время служить. Как сказал один мой знакомый военно-морской офицер, он говорит, каждый раз, когда США задумывается о Европе, они должны вспоминать, что где-то на дне лежит Посейдон и ждет своего... Хорошо. Хотите, вам что-нибудь расскажу, да, про Посейдон, по секрету, да? Давайте. Они страшно боятся этого нашего могучего беспилотника. Ну, а теперь я вам приоткрою некоторую тайну. Конечно, это невероятно большая подводная торпеда, которая может ползти вдоль морского дна там, на глубине 1 километра. А может и больше. Но Баранец вам ничего не рассказывал. Хорошо? Скорость у нее такая, которой нет ни одной торпеды мира. Вот понимаете, если там, допустим, взять самую лучшую торпеду, которая идет со скоростью, в километр перевожу, моряки обычно говорят в милях, да, там со скоростью 90 километров, это максимум, который может торпеда иностранная, самая хорошая, то наш Посейдон идет к цели со скоростью 200 километров в час. Почти что в 2,5 раза быстрее. В чем ее задача? Она имеет очень могучую, скажем так, ядерную боеголовку. Она подкрадывается, например, к побережью Соединенных Штатов Америки и зарывается своей могучей мордой, скажем так, в ил. В районе, не будем мелочиться, сразу, чтобы угробить американский военно-морской флот, в районе базы главной Норфолк. Там у них и стоят и авианосцы, там у них подводные лодки лечатся. И она залегает. И просто там
лежит. И тут мне звонит шестиклассник Вася и говорит: товарищ полковник, а ведь как будем управлять? Когда ее надо взрывать? В случае чего? Ведь сквозь воду-то сигналы не проходят. Я говорю: дорогой Вася, в определенное время Посейдончик на шнурочке выпустит вверх поплавочек. Это будет антенна. Тик-тик-тик-тик-тик-тик, и пойдет сигнал в российский генштаб: я готова, я готова, я готова. А генеральный штаб нажмет кнопочку: Посейдон, вперед. И тогда случится страшно. Видите, какие я вам романтические картины рисую, но я хочу, чтобы американцы это знали. И тогда возникнет такая волна, которая на расстоянии 50 или 100 метров, высотою аж может достигать не только 50, но и 100 метров, конечно, по равнинное место, все это к хренам собачьим смоет, что будет на ее пути. Вот, а уж о заражении побережья мне вам даже страшно говорить. Вот такой у нас есть Посейдончик. Ну, на всякий случай, пусть он лежит до своего времени. И я, конечно, мне бы хотелось, чтобы он там лежал как можно дольше, а потом мы его когда-то, когда наладятся отношения, когда наступит мир, мы его разместим где-нибудь в музее, будем возить внуков и правнуков. Говорит: вот таким оружием мы собирались бить пиндосов, потому они нас и боятся. Да. Оля, я тебя много перебивал. Да нет, просто это очень-очень интересно. Виктор Николаевич, я хотела бы вас немножечко вернуть к Украине и обсудить вот те новые поставки американских, опять-таки, вооружений, которые объявлены Украине, ну как, анонсированы, да, вот анонсирована новая поставка на 350 еще миллионов в дополнение к тем, которые уже есть. И вот я прошу ребят, режиссеров, показать, уже все, наверное, видели эти кадры бронетехники, которая идет по Греции, из греческих портов, ее забрасывают там сотрудники, причем железной дороги, краской, но краска в данном случае, конечно, не особо их собьет с их пути. Вот я бы очень хотела с вами обсудить те новые поставки, анонсированные вооружения из США в том числе и из Великобритании, которые вот должны прийти на Украину. И это кроме уже известных там нам стингеров, джавелинов и так далее, там заявлены новые вооружения, по крайней мере, ну, вот Switchblade, да, вот эти вот Puma, то есть это как беспилотники-смертники, да, вот так называемые. Да, вот этим, да. Там еще много всякого разного, там ракеты с лазерным наведением. Вот я бы очень хотела от вас услышать, ну и бронетехника, конечно, тоже. Какую роль, потому что бронетехники мы еще не видели все-таки, чтобы вот так вот перемещалась. Это вот я первый раз, может быть, я об этом просто не знаю. Вот расскажите, пожалуйста, может ли это действительно повлиять на ход операции, вот эти анонсированные новые поставки? Докладывает полковник Баранец. Вы абсолютно правильно сказали, что греки там и краской, и камнями забрасывают, и как можно вредят. Спасибо им за это. Но я посмотрел так по внешним очертаниям, то, что вы видели на платформе, похоже, что это американские танки «Абрамс», но только не самые последнего поколения. Понятно. Я так понимаю, что самого последнего поколения там в принципе ничего не поставляется. Они зачастую украинцам и полякам, и венграм, они отдают, знаете, так вот, ну, чтобы не тратить деньги на утилизацию, давай этим дурачкам отдадим, они же все равно будут радоваться. Це американское. Там веник сейчас американский подарите Зеленскому, он будет плясать и бегать по бункеру, кричать: «Америка с нами», да, «Америка с нами». Ну что, пока это оружие, по данным нашей разведки, перетягивается в Европу. Вот каким образом оно где будет выгружаться и каким образом попадать на Украину, это особая задача особой важности для нашей разведки. Ну, у нас электронные глаза, спутничек висит постоянно над Украиной, над Европой. Мы уже видим, куда тащатся эти эшелоны. Нам очень важно понять, через какую границу это все броневое добро поползет. Ну,
Мы не будем, конечно, курить приму без фильтра и равнодушно наблюдать, Пеньков и в Генштабе наблюдать, как эти броневые колонны будут заползать на территорию Украины. Потому что это ломает смысл нашей операции. А смысл нашей операции – демилитаризация. Вырубать эту броню любую. А тут получается, мы с одной стороны бьем, докладываем о том, сколько мы там намолотили, а с другой стороны вот такой вот броневой железнодорожный цепь состав идет. Да. Конечно, конечно. Ну, я думаю, первое, если все это заползет на территорию Украины, то славные соколы Путина, я имею в виду бомбардировщики, истребители, штурмовики, славненько поработают над этим всем железом. Ну, вы знаете, когда восстановится Азовсталь, у него будет очень много, знаете, не будет дефицита в переплавке этого добра. У нас это очень много будет американской, там, английской, британской стали. Будет очень много. Ну, нам это нужно для восстановления Донбасса, да? И я думаю, еще не один храм будет построен, ступеньки у которого будут отлиты из стали, которая выплывла где-то в Детройте, да? Внимание, теперь второе. Вы спрашиваете меня про англичан. Да. Еще должен оговориться. Хитрый Вашингтон подумал, что, в общем-то, вот эти танки, которые пошлем, они остановят пока осторожненько, зная, что Путин очень ревниво относится к таким поставкам и прикажет, в общем-то, все это зарыть в землю, они пока попытаются поставить все эти танки на территории одной из стран НАТО, которая граничит с Украиной. Понятно. Это понятно, да. Теперь второе. Смотрите, что предлагает Вашингтон. Он дал указание полякам, болгарам, венграм, румынам поскрести по сусекам и собрать в кучу все советские танки образца Т-55 и Т-72. Я попутно замечу, что поляки по нашей лицензии даже делают танки Т-72. И вот для того, чтобы быстрее украинцам было научиться владеть этим оружием, а офицеры старших поколений, еще советские, которые там служили еще в остатках на закате Советского Союза, они знают это оружие, да хорошо знают и сами украинцы, потому что у них есть и Т-55, и Т-72. Есть, да, быстрее переучатся. Вот только странно, где они наберут такое количество непотрепанных экипажей. Ну и естественно, если и это советское оружие поползет на Украину, конечно, будем бить. Я даже написал заметку, придумал заголовок: Вашингтон бросает советские танки против России. Ну, как говорится, милости просим, жечь мы танки умеем. Теперь, что касается англичан. Они вот недавно там вот поставили, сказали, и противокорабельные ракеты, ракеты. Вот для обороны Одессы, как я понимаю. Да. Я сегодня поговорил со специалистами. Вы знаете, для того, чтобы метко стрелять из этого оружия, надо провести не одну неделю на полигонах и очень долго и нудно учиться, потому что оружие сложное. Вот там, правда, есть ракеты, называются «Воздух-Земля». А это значит, что, может быть, они будут использованы и с воздуха, то есть с самолетов. А мне просто интересно, ведь там же надо будет переделывать систему прицеливания на украинских самолетах, да, и на 27-х там, и на так далее. А это очень нудная и сложная работа. Успеют ли они до взятия Одессы это все делать? У меня таких гарантий нет. Ну, а сейчас, заканчивая ответ на этот вопрос, я скажу, что всецело идет перегруппировка российской армии. Мы некоторые избыточные части, которые сейчас стоят вокруг Чернигова и вокруг Киева, сняли, и они сейчас с бешеным маршем рвутся к Донецкому котлу, потому что эту гигантскую мышеловку нам надо успеть захлопнуть. Забавно, что по другим маршрутам туда же рвутся некоторые украинские части, дабы нам не дать захлопнуть форточку. Вот сейчас у нас идет социалистическое соревнование. Кто успеет открыть форточку, а кто успеет ее закрыть. А работы там много. Там почти что 60 тысяч украинских матерых вояк по самую верхнюю губу зарыты очень мощные
оборонительные укрепления. Работы там много, и для вас по секрету скажу, что, может быть, придется даже еще раз и не раз использовать кинжал, чтобы побыстрее поставить точку в этом стратегическом сражении с украинской армией. Я думаю, после уничтожения этой группировки будет уничтожено ее боевое ядро. Там много мужиков, солдат, офицеров, которые обстреляны, которые много лет уже сидят в окопах, которые, как сейчас модно говорить, мотивированы. Ну, там нацики в основном мотивированы, а те ребята, там 500 человек, которые уже перешли на нашу сторону, те говорят, что они никогда не были мотивированы. И что странно, большинство пленных говорит, кто был писарем, кто был хлеборезом, кто был медбратом, кто был музыкантом, понимаете, кто был библиотекарем. Ну вот, блин, 1 из 100, может, скажешь, вы знаете, ну, честно, вот я стрелял. Да. Ну, есть и такие. Слава богу, есть и такие, которые рассказывают всю правду. Ну, что у вас там? Поехали. Виктор Николаевич, если у вас есть еще минут 5-7, я бы все-таки вас спросила про Белгород тоже, потому что, ну, это такой... Люди понимают, да, что идут боевые действия, но все-таки для многих это стало сюрпризом. Что да, мы все понимаем, ПВО не могут отработать на вертолеты, которые идут на низкой высоте. Да, это все понимают, и сейчас вот режиссеры покажут по кадрам, действительно видно, что эти вертолеты летели очень низко. Ну, то есть буквально вот над кронами деревьев, и ПВО их взять не могут. Но... Ну, то есть, все-таки это можно было как-то предотвратить, и можно ли сделать какие-то выводы для того, потому что у нас только у Белгородской области там 500 километров границы, а еще остальные области есть, чтобы этого не повторилось. Вы такая умная задним числом, чтобы я немедленно предложил начальнику Генштаба взять вас в аналитическую группу. Ну, что вы делаете? Вам просто там надо. Ну, я такой же, как и вы. И, естественно, проанализировал огромное количество и поговорил со многими людьми. Надо вот иногда даже врагу надо говорить, что он поступил исключительно грамотно. Не обманывать собственный народ. Как бы нам... Я тоже с большим трудом проглотил эту таблетку с серной кислотой, понимаете, когда услышал это, но я ее проглотил и понял, что война это не только победная реляция, война это и поражение, и промашки. Не бывает войн без промашек. Да, вы правильно назвали эту аббревиатуру ПВО. Было ли надежно прикрыть этот стратегический объект А и Б в граничащей с Украиной области? Отвечаю я, нет. А сейчас мы, такие как вы и я, мы умно говорим, да там для того, чтобы сшибить эти 2 вертушки, достаточно было 2 крупнокалиберных пулеметов. Просто от пуза бы Иван Иванов приложился бы по бакам там, и все это хрюкнуло бы, да? Но не было даже этого. Это нам очень серьезный урок на будущее. Знаете, Украина... А какие-то реальные выводы вот как-то можно? Да, там такие выводы, что я уже боюсь вам и сказать. Но кое-кто, конечно, лишился своих должностей. Многие сейчас очень серьезно оправдываются с потными подмышками. Понимаете, там наверху. Да, естественно, приграничные районы теперь будет уплотнена система ПВО. Потому что мы слишком увлеклись боевыми действиями по ту сторону границы. Понимаете, да? Мы как-то не подумали за победными реляциями, что мы перемолотили уже 70% украинской авиации. Мы как-то не подумали, что если у врага осталось даже 35%, это сила, и с ней надо считаться. А после того, как мы очень серьезно побили украинские аэродромы, они стали, вы знаете, как мыши, напуганные котом, стали бегать по другим аэродромам, куда мы еще не достали, маскироваться. И оттуда взлетать вот на такие ночные рейды. Ну и, конечно, кого уж сильно задевает вот этот ЧП, те говорят, вы знаете, Виктор Николаевич, украинцы такие тупые, они не могли бы додуматься до такого прыжка. Им наверняка помогли западные советники. Ну вот так хочется. Ну, я не считаю. Я уважаю, знаете, противника, если у меня в руках меч, а у него рогатка, я его даже не перестаю от этого уважать. Я думаю, что украинцам, командирам ВВС,
и разведке хватило ума продумать этот маршрут. Там же не только над деревьями, там же ползли по руслу реки на уровне 7 метров, да, а только перед прыжком они набрали ту высоту, чтобы под углом там 45 градусов нанести удар по этой нефтебазе, где, кстати, аж 16 емкостей. В общем, в каждой по 2000 кубометров горючки. Это такая гигантская автопоилка. Причем расположена недалеко от границы. Ну, большой соблазн оказался у украинцев отомстить нам за те 2 вертолета, с которыми они пытались вывести верхушку Азова, вы знаете, Мариуполя, да? Да, конечно. И некоторых граждан, подчеркну 20 раз, и некоторых граждан Соединенных Штатов Америки, Франции, ну и других, и Великобритании. Да, но не удалось. Они там пока вот сидят там в Мариуполе. Ну что, герой этой войны Кадыров дал им день. Ребята, хотите жить, выходите. Но не хотите, отправимся туда. Отправимся на тот свет. Вот сейчас решается вопрос с этими 3-4 тысячами боевиков личного состава украинской армии, которая засела, в том числе Азов, которая засела на Азовстали и на другом еще заводе, кажется, Ильича называется. Вот тут решается сейчас одна из ключевых задач в этом регионе. Потому что если она будет решена, освободится 15-20 тысяч штыков, которые мы бросим тоже, частью бросим на замыкание котла вокруг Донецка, а частью, как вы сказал и ваш коллега сказал, займемся Одессою. К этому мы готовимся. И они тоже. Видите, как присыпали побережье возле Донецка, да, с реперов сорвались эти морские мины. Я и как раз, да, поплыли хотела вас себе, и спросить про поплыли это. себе и до Босфора, и до Румынии, и до Болгарии. В общем, ребята, если там начнут рваться пароходы, а может быть и боевые корабли НАТО, которые, ну, правда, американцы, когда узнали, немедленно дали приказ убраться вон оттуда, потому что можно получить под брюхо, а потом мне скажут, что это украинцы свинью подложили. Будут говорить, это россияне. Это российская подлодка подкралась с Черноморского флота, долбанула. Но, тем не менее, очень трагикомичная история сейчас получается. Да. Мины плавают, мины уже все больше и больше заметны. Их там кто может расстреливать. Их даже, они настолько старые, что их даже боятся разминировать. Их просто расстреливают с борта тех или других кораблей. Как это турки, кстати, сделали. Я так понимаю, что их там под 500 штук, там больше 400 да, там этих... да, именно так. Там их, вы знаете, эти, как мака на московском бублике или на булочке, да, там засыпали. Блин. Но это катастрофа на самом деле, смех смехом. Да, это еще долгосрочная катастрофа. Да, просто, да, я так понимаю, что они якорные, если мы по сей день еще у нас всплывают приветы Великой Отечественной войны, по сей день, то представляете, что будет там. А теперь представьте, вот плывет эта дура, у нее трос там метров 30, да, но не исключено, что он же где-то запутается, да, за какую-то банку, и мина же не будет видна на поверхности, понимаете, не будет, она просто будет притопленная, а вот это уже беда, Ну, конечно, но Черное море тотально же не протралишь, да, потому что эти мины перемещаются, да. Да из какого черта мы вдруг должны подметать украинскую глупость? Да нет же. Мы пока, в общем-то, посмотрим, что из этого выйдет. Но я только думаю, на каком языке Эрдоган произнесет свои матюки Зеленскому, когда ему доложат, что парочку боевых кораблей подорвалось на украинской мине. Вот это будет концерт. Хотелось бы послушать мат на турецком языке. Говорят, он очень сочный, да. Спасибо вам, Виктор Николаевич. Ваша речь тоже очень сочная. Всего доброго. Ну, кто Спасибо на что большое. учился. 52 года пишу и рассказываю только об этом. Я люблю эту тему. Я помешан на военной теме. И я, просто, это моя профессия. Кажется, я угадал
с выбором профессии. Мне Это так кажется. точно, это точно. Всего Спасибо вам огромное. доброго, Спасибо вашему коллеге, ребят. До новых встреч. Пока. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Николаевич.